Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же будет вас добиваться? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, вот знаете, такое ощущение, что вы на личной жизни как будто крест поставили, вот в каком-то смысле. Опять же, у кого-то это может проиграться, что вы осознанно решили пожить для себя какой-то период. У кого-то это может проиграться, потому что допустим, вы не хотите вступать в отношения, потому что у вас были до этого болезненные отношения, расставания. Давайте посмотрим, с чем это связано. С женщиной, однозначно. Здесь женщина-предательница, после которой вы хотите взять паузу в личной жизни. Опять же, кто-то это на время взял, кто-то решил, как будет, так и будет. Суетиться не буду, да, буду жить для себя, буду полностью посвящать себя там детям, допустим, работе, карьере и так далее. Здесь еще может проигрываться, что у вас есть цель заработать, ну, то ли побольше денег, да, вот хочется что-то купить, возможно, дорогостоящее. Это может быть квартира, машина, там, кто-то, может быть, в путешествие хочет поехать. Ну, у вас дороги падают, в принципе, вы как-то связаны с дорогой. Либо же у вас есть машина уже, вы ездите за рулем, либо это командировки, да, может быть, вы водитель, ну, то есть поездок у вас довольно много. Я не скажу, что вы вообще такой слабохарактерный. Вы довольно волевой, сильный мужчина. Вас тяжело чем-то удивить, сломить вообще. Но вашей женщине, которая была рядом с вами, это удалось. Вот был такой период, когда вы были сломлены, когда была такая апатия, депрессия, когда ничего не хотелось, когда рухнул весь мир. Но, тем не менее, вы взяли себя в руки, вы не опустились, вы не спились, не сгулялись, да, вот вы такой сильный, выносливый довольно человек. Взяли себя в руки и решили вот жить дальше и не оглядываться на прошлое. Но вот как у нас вначале, я смотрю, выпало, все-таки момент сомнения остался. Вот сомнения теперь после всего, что произошло в вашей жизни, очень большое недоверие осталось, очень большое недоверие, особенно к женщинам. Вот недоверие, потому что, опять же, это идет из прошлого. У кого-то это предательство, у кого-то это развод на деньги, да, у кого-то вранье и так далее, у кого-то 3 в одном. Поэтому вот я не вижу особого стремления нырять в новые отношения, именно нырять, да, вот. В омут с головой вы точно не нырнете, и я думаю, для себя вы это уже поняли и решили. Даже, возможно, у вас была такая мысль, что я больше не влюблюсь, да, я не хочу влюбляться, зачем мне это надо. Ну, в таком вот духе, понимаете, потому что есть некое разочарование. Вот все-таки, несмотря на то, вот, что вы хоть и сильный мужчина, но вы все-таки живой человек, да, у вас есть чувства, у вас есть эмоции, у вас есть переживания, страдания и так далее. Вы бы не хотели больше пережить то, что вы пережили вот раньше со своей женщиной. Хотя я вам скажу, что вы нравитесь женщинам. Есть такие дамы, которые хотели бы с вами и зароманить. Есть такие, которые хотели бы и постоянных отношений, но они вас побаиваются. Вот побаиваются, знаете, потому что, опять же, я это уже не раз рассказывала в своих видео, что женщины очень хорошо считывают энергетику мужчин. В принципе, какие мужчины считывают энергетику женщин. Поэтому они боятся подойти. И хочется, и колется, да, вот они мечтают о вас, они хотят быть с вами, но вот не решаются, вот они не решаются атаковать, как-то особо проявляться к вам. Плюс еще, смотрите, у некоторых из вас может проигрываться ситуация, опять же, говорю у некоторых, потому что это общий расклад.
Не все из вас отпустили свою бывшую женщину. Вот напишите те, кто не отпустил. Я хочу просто посмотреть, как вас много. Вы можете говорить все, что угодно, делать все, что угодно, да, но это будет все неправда, потому что именно потому, что ваша вот бывшая не осталась в прошлом для вас, потому вы и не вступаете в новые отношения. Вы как раз можете из-за нее даже и говорить, что я не хочу вступать в новые отношения, мне хорошо одному. Это может еще быть потому, ребята, что вы ее не отпустили, потому что у некоторых из вас как раз та самая надежда и есть. А вдруг помиримся, а вдруг она придет покаяться, вот в таком духе. Особенно это касается тех, кто не очень давно разошелся. То есть такая некая, такая тупиковая ситуация. Потому что вы еще не отболели, не отстрадали по своей бывшей женщине. Она для вас вот остается, такой главной женщиной. Это дама, которую вы до сих пор не можете выбросить из сердца. Вы даже подсознательно вот как будто сравниваете с ней других женщин. Недостаточно красивые, недостаточно фигуристые, не так общаются, там не так разговаривают и так далее. Понимаете? То есть это сознательно или подсознательно, но это идет сравнение. Вот напишите в комментариях, у кого есть такое сравнение. Я понимаю, что не каждый признается, но тем не менее это есть. Итак, давайте-ка будем смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, которая будет вас добиваться. Смотрите, она как-то связана с вами то ли работой, то ли вот как-то финансово вы связаны. Опять же, это может быть такая ситуация, что это не обязательно, что вот она с вами работает там в одном отделе, да, вот в одном магазине, допустим, с вами, либо еще где-то. Это может быть даже вот если вы куда-то ездите, есть филиал работы, есть командировки, есть, что-то, какие-то моменты, которые связаны с работой. Она где-то там может обитать. Либо же еще это может проиграться, что именно вот денежная такая рыночная ситуация, когда вы расплачиваетесь, да, где-то это магазин, там парикмахерская, аптека и так далее. Это женщина, которая давно положила на вас глаз. Она свободная, она довольно неплохо выглядит. У нее, я не скажу, что так язык очень подвешен, она даже в чем-то, так скромничает периодами. Да, она может с вами общаться, вот когда вы пересекаетесь. Но она пока не решалась за вами бегать, потому что есть момент сомнения. Она почему-то думает, что у вас то ли есть женщина, да, то ли есть отношения, семья. Она не очень знает вот вашу именно семейную ситуацию. Давайте разбираться, что же она будет делать. Как же она будет за вами бегать или что она будет делать? Она очень боится, во-первых, отказа. Боится, что она, допустим, проявится, и вы ее отошьете. Есть момент страха, есть момент разочарования, потому что у нее были уже до этого не очень приятные отношения. Эта женщина еще как-то вот выведывает, возможно, даже через ваших то ли общих знакомых, да. Может быть, если это коллеги, то через коллег. Она пытается расспрашивать, выспрашивать, вот как вы живете, где вы живете, с кем живете. То есть хотя бы, немножечко, чтобы иметь какое-то мнение о вас, чтобы знать, да, вот вообще знать ситуацию. Стоит ли за вами бегать, не стоит. То есть тут идет сбор информации. Что будет дальше? Смотрите, женщина... Она не наглая, она абсолютно такая, я бы сказала, внешне она выглядит спокойно. Она вежливая, она культурная, она очень классно общается, она, довольно грамотная такая, начитанная, я бы сказала. Она себя не выпячивает, я не скажу, что она прям такая, которая бросается в глаза. Довольно неплохо она выглядит, она следит за собой, но она себя как-то не выпячивает. Вот не выпячивает. Она думает, как же вот вас можно охмурить, да, потому что
бегать так в наглую не решается. Но тем не менее, вот она думает, она обдумывает, каким же образом с вами можно сблизиться, что делать, как делать, да, чтобы вас не спугнуть. Давайте разбираться дальше, что же она будет делать. Она очень переживает, вот получится у вас, не получится, вы очень симпатичны. Вот как раз, знаете, это тот момент, когда ей хочется не просто романа, ей хочется вот иметь такого мужчину, как вы. Вы для нее очень привлекательны, вы кажетесь ей сильным мужчиной, достойным мужчиной именно для семьи, для серьезных отношений. Смотрите, она будет себя в дальнейшем как-то вот проявлять, но это будет, знаете, это даже не беганье, наверное. Это будет, ну, чуть такая, немножечко активность, но какая-то такая робкая активность, что ли, да? Может быть, она будет чаще с вами разговаривать. Может быть, она будет чаще, там, я не знаю, как-то попадаться вам на глаза. Ну, то есть это будет очень-очень осторожно, очень робко. Это не то беганье, когда стоят, ловят у подъезда, когда там, я не знаю, 100 раз в день названивают. Это не наглая женщина. Она будет проявлять себя, вот это даже я беганьем не могу никак назвать, да, потому что очень как-то вот деликатно. Она, когда будет с вами общаться, знаете, вот мне сейчас пошла такая информация, что как будто она, знаете, вот глазки опускает. Вот обращайте внимание на такие моменты. Вот это такие подсказки от высших сил, наверное. Опускает глаза, робеет, да, вот именно когда с вами будет общаться. Она может покраснеть. Да, она может инициировать разговор, но в это же время она как-то это робко делает, да. Поэтому, ребят, если вы заметите, что женщина какая-то, ну, чуть больше активности проявляет, она не будет в наглую бегать, она будет пытаться как-то по-мудрому, по-женски, да, вот с вами пересекаться, может чуть больше разговаривать, чуть больше, может быть, я не знаю, там в компании, если, допустим, вы будете, если это одна компания, день рождения, она, может быть, постарается сесть возле вас, подольше говорить с вами, да, ну, то есть это будет очень ненавязчиво. Это не наглая беготня. Поэтому, ну, вы уж как-то присмотритесь к такой женщине. Если она будет симпатична вам, то, ну, проявите все-таки уже как-то мужскую активность, да, вот это вот ваше завоевательство, которое у вас в крови, в общем-то. Давайте посмотрим, может ли у вас сложиться роман, да, либо же что у вас будет. Да, у вас туз кубков выпадает. Смотрите, ребят, у вас потрясающая карта выпадает. Причем, я думаю, вы заметите эту женщину. Вы заметите, и вы сами будете проявлять инициативу, потому что она вам понравится. Вам даже, знаете, понравится то, как она робеет перед вами. Вам понравится, как она, может быть, краснеет, потому что для вас это будет в диковинку, да? Ну вот согласитесь, что сейчас очень мало таких женщин, которые робеют. Очень много, наоборот, наглых таких, да, каких-то, я не знаю, безобразно себя ведущих, которые выпячивают себя. Я знаю, что мужчины, ну, недолюбливают таких наглых женщин. А здесь она бы и рада бегать, но ей неудобно, да, вот неудобно, вот она себя ведет как умная женщина, как мудрая женщина. Да, она проявит себя, но это будет очень и очень ненавязчиво. Это не будет такое надоедание, когда мужчине хочется, там, я не знаю, сбежать от женщины, которая его преследует. Нет, здесь не будет такой ситуации. Смотрите, у вас выпадает карта, причем она потрясающая. Это карта, которая говорит не только о любви, но и карта семейная у вас выпала. Если вы заметите такую женщину в своем окружении, вы, в общем-то, можете вывести на такой уровень ваши отношения, что у вас не только будет
там, я не знаю, любовь-морковь, да, вот просто отношения. Вы можете до брака это все довести. Но опять же, еще раз говорю, берите инициативу в свои руки. Потому что, ну, в конце концов, вы мужчины, да, вы тоже должны проявлять какую-то инициативу, и это в первую очередь. Не женщина должна бегать за мужчиной. Это все вообще как-то должно быть, ну так, более-менее обоюдно, но все равно мужчина есть мужчина. Больше инициативы, больше какого-то внимания, да, даже тот же телефончик взять для начала. Ну, не женщина же должна бегать и говорить, дайте мне свой телефончик. Ну, как-то это будет как минимум странно. Смотрите, еще я вам скажу, что ни одна женщина на вас положила глаз. Это я вам сейчас говорю такой секретный секрет. Просто мы взяли во внимание одну из них. Другие женщины также вам симпатизируют, причем могут даже у вас проиграться сплетни за спиной, ну такие чисто женские сплетни, когда распускают специально, знаете, вот женщины хотят с вами сблизиться, они специально распускают какие-то сплетни, чтобы другие женщины не приближались. Они могут говорить, что да, вот у вас кто-то есть, вот они видели вас там с женщиной. Это делается просто для того, чтобы всех конкуренток, ну как бы так, отодвинуть, да, чтобы вы никому не достались. Есть и такие дамы, которые плетут интриги, которые, может быть, в чем-то наговаривают, да. Ну, я думаю, вы сами таких знаете, таких женщин, в общем-то, мужчины чувствуют, которые, ну, коварные их обычно называют, да, которые в своих интересах, они, ну, ничем не побрезгуют, они будут и гадости рассказывать, да, только бы вот конкуренток всех уничтожить. Поэтому такой момент, вот как вот эта ваша такая тайная поклонница, да, которая будет очень мягко так вас пытаться добиваться, очень так необычно даже для меня как-то, потому что женщина, когда она робеет, когда она вот реально ведет себя как женщина, а не какая-то нахалка, да, ну, это, наверное, дорогого стоит, и к такой женщине точно нужно присмотреться, потому что такая точно не будет ложиться под первого попавшегося, такая не будет довольствоваться просто какими-то одноразовыми связями, романчиками. Ну, такие женщины созданы совсем для других отношений, поэтому присмотритесь. А вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!